Всем привет, друзья! Рад вас приветствовать на канале Sneaker Cloud. И сегодня хотелось бы рассказать свое мнение про четвертую именную модель Джеймса Хардена. Но перед тем, как мы начнем, хотелось бы выразить огромную благодарность за помощь с этим видео баскетбольному интернет-магазину Kicks4U. И да, четвертая именная модель еще не поступила в продажу, но как только это произойдет 12 октября, по ссылке в описании вы сможете себе их приобрести. Но это еще не все. Также в описании под видео вы найдете скидочный промокод на 1000 рублей, и для этих кроссовок будет бесплатная доставка. Так что не пропустите такой шанс. Как вы видите, у меня есть все три предыдущие модели, но я подумал, что, наверное, сравнение всех четырех моделей я сделаю в отдельном видео, потому что это тогда получится слишком растянутым. Итак, четвертая именная модель, и свой рассказ хотелось бы начать со сцепления с игровым покрытием. И если в двух словах, то оно здесь просто охренительное. На чистых покрытиях, на покрытиях средней запыленности вообще никаких вопросов нет. При любых видах движений, при любых видах остановок вообще никаких вопросов. Единственное, на уже пыльных покрытиях из-за своеобразного рисунка протектора, который здесь не очень глубокий и имеет замкнутую геометрию, все-таки время от времени придется протектор протирать, так как он забивается пылью. Но опять-таки сильных проблем лично мне это не доставляет. Вообще в плане своего сцепления кроссовки очень похожи на Adidas Pro Bounce 2018 года. Кроссовки очень похожи. Помимо рисунка, кроссовки еще похожи и материалом подметки. И, кстати, Adidas, и не только Adidas, вы, на мой взгляд, упускаете очень хорошую маркетинговую возможность. Вы даете громкие названия пеноматериалу, материалам внешнего покрытия. Почему вы не даете подобные названия материалам, из которых вы делаете подметку? А они, в свою очередь, очень сильно влияют на качество сцепления. Так что дарю вам идею, пользуйтесь. Следующее, о чем хотелось бы сказать, и вопрос, который, безусловно, волнует большинство, это как сказалось на игровых характеристиках модели то, что здесь отказались от буста в сторону Light Strike. И я скажу так, что в принципе ничего кардинально плохого не случилось. И самый главный момент, который стоит за тем, что мы перешли от одной системы амортизации, от одного материала к другому, это то, что четвертая именная модель, во-первых, она стала гораздо легче, то есть это самые легкие кроссовки в серии Джеймса Хардена. Они почти на 10 грамм легче, чем третьи, и основательно легче, чем первые две. Сравнительную характеристику по весу я дам в виде графики на экране. Так вот, первое, Light Strike ощутимо легче буста, это раз. И во-вторых, все-таки в положительных качествах у буста будет то, что он лучше гасит ударную нагрузку, и он все-таки больше подходит для массивных игроков. Light Strike же это своеобразный апгрейд над Bounce, другим материалом от Adidas. Четвертые Хардены лучше все-таки подходят для легких и подвижных игроков. Лично для меня с моим весом слегка за 80 кг, опять-таки при приземлениях никаких вопросов не возникает. Но единственное, думаю, при жестких приземлениях на пятку, опять-таки у игроков так хорошо за 95 кг могут возникнуть вопросы, так как материал мягкий, и он все-таки будет очень сильно проминаться. Еще один пункт, который, на мой взгляд, из-за перехода к другой системе амортизации сказался в положительную сторону, это чувство игрового покрытия и отзывчивость. Все-таки Light Strike в этом плане несколько лучше, чем пеноматериал Boost. Двигаемся дальше, и буквально пару слов хотелось бы сказать про используемые здесь материалы. Именно эта расцветка выполнена из плетеного бесшовного материала Prime Knit. И это, безусловно, лучший материал у Adidas из современных. Другие же расцветки выполнены из обычного инженерного меша. Также из материалов еще следует отметить пластиковую накладку, пластиковый стакан на пятке, вот эту вот эластичную ленту в зоне подъема, которая также дополнительно еще прострочена, и небольшой нахлест из фьюза в зоне пальцев. В других расцветках, которые выполнены из инженерного меша, это место выполнено из замши. То есть, единственное, на мой взгляд, было бы интереснее, если бы Adidas еще замутил такую комбинацию, как Prime Knit и замша. Было бы очень круто. Это раз. И последний материал, который следует отметить, это вот эти накладки. Выполнены они из самой простой, самой дешевой синтетической кожи, про которую даже, если честно, говорить особо и нечего. И единственное, что стоит сказать, что выполнены они ее из натуральной кожи, как был язычок и пятка в третьих Харденах, было бы круто. И вообще было бы очень круто, если бы Adidas поиграли с преемственностью и добавили бы здесь кожаный носок, как в первой именной модели. Опять-таки,
на мой взгляд, это бы очень хорошо зашло. Но в любом случае и такое исполнение мне очень нравится. В принципе, материалы под свой ценник подходят. Единственное, вот эта вот дешевая накладка, ну, ничего страшного. В плане носкости зато будет все несколько лучше, так как натуральная кожа все-таки шнуровкой достаточно быстро перетрется. Соответственно, из используемых материалов вытекает и следующий критерий – это комфорт. И опять-таки, почему я больше всего люблю Primeknit у Adidas? Дело в том, что, на мой взгляд, это самый комфортный материал, самый легкий материал, самый тактильно приятный материал. И однозначно он лучше всего дышит среди всех плетений, которые есть у всех производителей. Как я уже сказал, модель очень легкая, на ноге они сидят вообще просто идеально, поэтому к комфорту я придраться не могу. Кроссовки очень легкие, очень отзывчивые, не требуют совершенно никакого времени на привыкание и на разбивку. Единственный момент, который мне не очень понравился, это то, что язычок здесь идет, скажем так, монолитно с сапожком, поэтому вот это место иногда при затяжке шнуровки оно заваливается, и в этом месте иногда верхний край шнуровки немножко перетирает подъем. И вот эта лента, основное ее назначение все-таки не то, чтобы добавить фиксации в этом месте, а защитить дополнительно подъем от шнуровки. Эта лента вот это место не перекрывает, поэтому иногда приходится со шнуровкой немножко поиграть, и чтобы избежать этого недоразумения. Во всем остальном никаких претензий к комфорту нет, кроссовки очень мягкие, очень легкие, мне очень сильно нравится. Еще один момент касательно шнуровки, то что здесь опять-таки ввели адаптивную систему шнуровки, как это было на вторых Харденах, как это было на третьих Лиллардах. Не знаю, кому-то она нравится, кому-то она нужна, кому-то она не нужна, но как таковая она есть. Если есть желание, можно попробовать подогнать шнуровку, подогнать фиксацию под себя. Теперь пару слов касательно фиксации. Да, модель низкая, соответственно, какой-то дополнительной поддержки голеностопа здесь ждать не стоит. Единственная надежда на то, чтобы в пятке, в подъеме и в носке кроссовки сидели очень хорошо. Что касается носка, если не ошибетесь с размером, никаких проблем здесь не будет. Primeknit очень хорошо обволакивает нашу стопу. Что касается выбора размера, я не очень люблю как-то рекомендовать, маломерят кроссовки или не маломерят, все-таки ноги у нас очень сильно разные. Единственное, что скажу, лично мне эта модель подошла в моем родном адидасовском размере. Так что, если у вас было несколько моделей от Adidas, вы знаете, какой размер вам подходит. Соответственно, и четвертые Хардены лучше всего брать именно в этом размере. Что касается зоны подъема, то здесь мы можем наблюдать такое своеобразное исполнение первых двух петель, которое очень похоже на подобное в Adidas Pro Bounce 2018. Здесь также используются вот такие вот петли. И вообще и другие производители сейчас часто, я заметил, используют подобное строение. Что-то подобное есть в 12-х Дюрантах, что-то подобное есть в Каре 6. В принципе, это место неплохо перетягивает подъем. Лента, она по-хорошему никакой особой нагрузки функциональной не несет, и основное ее назначение то, чтобы шнуровкой чуть сильнее прижимать подъем и не давать шнуровке перетирать через язычок наш подъем, то есть добавить немного комфорта. В принципе, к фиксации, как я уже сказал, никаких проблем нет, кроссовки сидят очень хорошо. Следующий момент, который хотелось бы отметить, это безопасность. Да, кроссовки низкие, поэтому, как я уже сказал, поддержки голеностопа здесь не ждите. Основные моменты, на которые здесь нужно обращать внимание, это ширина подошвы, это устойчивость. И с первым, и со вторым здесь все в принципе нормально. Да, конечно, здесь подошва не самая широкая, которая сейчас только есть. Например, в первой именной модели Донована Митчелла подошва основательно шире. Вообще она, наверное, шире, чем все, что было до этого выпущено среди баскетбольных кроссовок. Кстати, сравнение первых Донованов и четвертых Харденов мы также, я думаю, замутим в отдельном видео. Так вот, здесь достаточно широкая подошва, пускай и не самая плоская. Здесь два массивных латеральных выступа, которые добавляют устойчивости и не дают нашей ноге заваливаться при каких-то либо приземлениях на боковую часть стопы. Также здесь, как в большинстве моделей от Adidas, наша стопа немножко утоплена внутрь, что тоже добавляет баллов к безопасности. И самое главное, в подошве у кроссовок отчетливо проявляется концепция Fit You Wear, так что никаких проблем с безопасностью, на мой взгляд, у этих кроссовок нет. То есть это типичная низкая модель, чего-то сверхъестественного от них ждать не стоит, но среди всех низких моделей они очень хороши, и опять-таки я буду неоднократно возвращаться к этим кроссовкам. В принципе, в большинстве характеристик
Четвертые Хардены — это такой своеобразный апгрейд 2018-х Pro Bounce. Это касается и амортизации, это касается и безопасности, это в какой-то степени касается и сцепления. Кстати, еще вернусь немножко к сцеплению. В 2018-х Pro Bounce я в большей степени гоняю по улице, и, как мы видим, протектор особо сильно не потерся, поэтому думаю, что на не самых жестких уличных покрытиях, на резиновой крошке, в этих кроссовках, в принципе, можно будет играть. На асфальт, бетон, все-таки я бы их тащить не рекомендовал. Что еще является одним из важных критериев безопасности, это торсионная защита, то есть защита от скручиваний в середине стопы. Здесь, как таковых внешних торсионных элементов, по крайней мере, я не наблюдаю. Разрезов у этих кроссовок я также пока не видел, поэтому проведем небольшое тестирование. Ну, в принципе, непосредственно в середине кроссовка почти никакой деформации нет. Конечно, они гнутся. И, в принципе, если я приложу чуть больше усилия, кроссовки деформируются. При этом подвижность в начале стопы очень хорошая. Так что, если кто-то ищет модель именно по этой характеристике, то есть интересует максимальная отзывчивость, кроссовки не деревянные. Кроссовки очень хорошо гнутся и нисколько не сковывают движение. Что касается торсионной защиты, то, безусловно, там внутри что-то есть, так как, например, третьи Хардены в этом плане вообще сгибаются в трубочку, то есть здесь торсионная защита лучше, чем в третьих Харденах. Вообще, чтобы сильно не затягивать это видео, подводя некоторые итоги, хочу сказать, что лично для меня четвертые Хардены сейчас это одна из лучших моделей 2019 года. Кроссовки мне реально очень сильно понравились. Здесь хорошая амортизация для легких игроков, здесь отличное сцепление, которое единственное только на очень пыльных покрытиях будет требовать периодического протирания. Во всем остальном никаких проблем у них нет. Это легкая модель с хорошей фиксацией, модель с хорошим набором материалов, так что я думаю, для любителей низких кроссовок это будет очень хороший выбор. И если уж продолжать сравнение, я опять-таки вернусь к этим злосчастным Pro Bounce'ам. Если у вас когда-то были эти кроссовки, то 100% вам подойдут и эти кроссовки. Теперь, что касается еще одной модели, про которую я уже говорил, первые Донованы Митчеллы. Кроссовки тоже низкие, но здесь немножко другая специфика. В этих кроссовках гораздо больше поддержки, они все-таки более безопасные, но при этом они несколько более громоздкие. Но опять-таки кардинальное сравнение сделаем в отдельном видео. Итак, четвертые Хардены, безусловно, получились очень крепкой моделью. Безусловно, это одни из лучших кроссовок в этом году. Мне модель очень сильно зашла, мне модель очень сильно понравилась. Буду ждать других цветов, обязательно прикуплю себе еще какую-нибудь расцветку, обязательно в версии Prime Knit. Версия с инженерным мешем, пускай из замши, мне как-то не очень понравилась. В общем, всем рекомендую, ищите низкие кроссовки, ваш выбор определенно можно остановить на четвертых Харденах. И в заключение еще раз напомню, что как только кроссовки поступят в продажу они примерно 12 октября, там в зависимости от расцветок даты будут немножко варьироваться, стоят они будут порядка 10 тысяч рублей, но перейдя по ссылке в описании, вы попадете на отличный баскетбольный интернет-магазин Kicks4U, также в описании под видео есть скидочный промокод на 1000 рублей, и, соответственно, для вас будет бесплатная доставка. Так что примерно получилось так. Если вдруг что-то забыл сказать в рамках этого видео, пишите в комментариях, я постараюсь обязательно ответить, я постараюсь обязательно дополнить это видео в полном сравнении всех 4 моделей в линейке Джеймса Хардена. На этом, пожалуй, все. Как всегда, всем успехов. До встречи в эфире.